Просто отлично на завтрак, обед или ужин. Для детей и для взрослых всем понравятся эти домашние молочные сосиски. Натуральные, нежные, не слишком жирные и не слишком пряные. Прекрасный базовый вариант на каждый день. Привет, друзья! Меня зовут Галина Артеменко. В этом ролике будем готовить простые и универсальные молочные сосиски из свинины, которые точь-в-точь как из магазина, но только по виду. По вкусу они в 100 раз лучше, так что если интересно, продолжайте смотреть. Список ингредиентов сейчас доступен на экране, а также продублирован в описании под видео. Я использую лопатку, это достаточно жирная часть. Не такая, как шея, конечно, но по желанию можно взять менее жирные части туши. Приступаю к приготовлению фарша. Сперва пропускаю мясо через среднюю решетку мясорубки. Мясо должно быть хорошо охлажденным. После этого пропускаю фарш через самую мелкую решетку мясорубки еще дважды. Слежу, чтобы температура фарша не поднималась выше 13 градусов. Если фарш нагревается, его можно отправить ненадолго в морозильную камеру и затем продолжить измельчение. Добавляю к мясу специи, обычную и нитритную соль, сахар и мускатный орех. Вливаю ледяное молоко и хорошенько вымешиваю фарш. Вариант без нитритной соли тоже есть на канале. Нежные и сочные сосиски из грудки индейки или курицы. Ссылку оставлю в описании. Вручную я перемешиваю фарш в течение 5 минут, пока он не станет упругим. Также можно смешать фарш при помощи планетарного миксера с насадкой веслой или же использовать кухонный комбайн. Для этих сосисок я буду использовать полиамидные оболочки диаметром 19 мм. Можно взять коллагеновые, натуральную кишку или термостойкую пищевую пленку. Оболочку перед использованием я промыла и замочила на 20 минут. На свою мясорубку я установила насадку для колбасок, надела на нее оболочку и начала заполнение фаршем. Заполняю не слишком плотно, так как затем я разделю все на порции. Теперь я завязываю хлопковой ниткой один край оболочки с фаршем, делаю перекрут через каждые 12 см. Длина сосисок может быть разной, а можно и вовсе сделать все на глаз. Слежу, чтобы сосиски получились плотными и фиксирую перекрученное место ниткой. Перекручивать и обвязывать ниткой удобнее вдвоем, но и в одиночку я справилась отлично. В одну из сосисок устанавливаю термометр со щупом, чтобы контролировать процесс приготовления. Укладываю сосиски в большую кастрюлю, заливаю их водой и довожу воду в кастрюле с сосисками до 80 градусов на маленьком огне. Когда температура внутри сосисок достигнет 72 градусов, они готовы. Если нет термометра, можно довести воду практически до кипения. Пузыри воздуха уже будут заметны, но кипения как такового быть не должно. Погрузите туда сосиски и, поддерживая такую температуру, готовьте в течение 15 минут, если сосиски тонкие, или 25 минут, если они толщиной с сардельку. Именно так я и готовила сосиски в видео с рецептом из грудки. Рекомендую посмотреть. Когда сосиски готовы, сливаю горячую воду и заливаю их холодной, чтобы резко остудить. Оставляю минут на 30 для остывания, после чего они готовы к употреблению. Перед едой их можно подогреть в кипящей воде или поджарить на сковородке. Если этот рецепт и мое видео вам понравилось, ставьте палец вверх. В следующем ролике будем готовить 3 сезонных и очень вкусных пирога из тыквы. Так что подписывайтесь на мой канал, если вы еще не со мной. Жмите на колокольчик, чтобы не пропустить этот выпуск. Меня зовут Галина Артеменко, и это канал «Жизнь вкусная».